Нельзя не заметить, как Путин изменился на рубеже старого и нового годов. Очень редко стал радовать публику своими выступлениями, яркими цитатами и комментариями текущих событий. Перед нами не тот Путин, которому только повод дай, он сразу бросится рассуждать о войне и своих в ней победах. И, судя по всему, дело в том, что война Путину просто наскучила. Это звучит довольно цинично и неправдоподобно. Но это важно обсудить. Потому что вся эта война ехала исключительно на личном путинском интересе и обеспечивала его личное развлечение и веселье. Ничем другим ее продолжение обосновать нельзя. Об этом сегодня и поговорим. Как обычно в описании ссылка на способы обхода блокировок. Занятно наблюдать за иностранными политиками, которые, выстраивая переговорную стратегию с Путиным, пытаются нащупать в его мотивах, если не рациональное, то хотя бы материальное зерно. Что-то, вокруг чего можно торговаться. Самым очевидным мотивом видятся деньги. Путин же коррупционер. Всю жизнь и на всех должностях он занимался набиванием карманов. Возможно, у него есть бизнес-план на эту войну. А раз так, можно ему что-то дать. Объяснение, которое предлагаем мы, чрезвычайно некомфортно и не принимается серьезными аналитиками. Потому что в нем нечего анализировать. Мы говорим о том, что человеку с огромной властью в огромной ядерной державе захотелось повоевать. Нас тут очень легко поднять на смех и выдумать за Путина хоть какую-то причину. Злодейскую, алчную, империалистическую, неважно, хоть какую-то. Потому что не могут сотни тысяч людей гибнуть, миллионы становиться беженцами просто так. Просто потому, что старик, которому доступны все на свете развлечения от физических до химических, развлечения эти исчерпал для себя. Что для него вся эта история — это как игра на плойке для обычного человека. Способ получить быстрый дофамин. На этой же убежденности строится конспирология вокруг, например, 11 сентября. Не могут башни рухнуть от рук фанатика из пустыни, которому просто нужно было навредить Америке. У людей в голове не укладывается несомасштабность мотивов и последствий. Но правда в том, что они не обязаны быть самоштабны. Зло может быть до смешного банально, а последствия его действий до ужаса кошмарными. Но если мы беремся перебирать возможные рациональные мотивы, то очень быстро приходим к тому, что все они вздор. Мы смотрим на цифры военных расходов и понимаем, какие к лешему деньги? Без учета всех косвенных потерь, если просто сложить все прямые траты федерального бюджета на войну и прибавить сюда активов на 300 ярдов, замороженных в Брюсселе, то Путин уже под $1 триллион профукал, как ни считай. $1 триллион — это 5 довоенных ВВП Украины, почти 1% всего мирового ВВП. Довоенная оценка активов SCM Group Рената Ахметова — $20 миллиардов. Комбинат Азовсталь, все шахты и горнообогатительные заводы на захваченных территориях, все бизнесы крупнейшего олигарха Украины в глубине страны, всю его энергетику, вообще все и в рабочем состоянии, а не в форме руин, можно было купить в 21-м за сумму меньшую, чем стоит пара месяцев войны. Весь крупный украинский бизнес, стоимость которого можно оценить прямо или косвенно, уложится в те навеки замороженные 300 миллиардов, причем несколько раз. Понятно, что такие оценки носят умозрительный характер, но просто прикинем, сколько могло бы стоить все, что есть в Мариуполе до войны. Недвижимость от квартиры до торгового центра, имущество внутри, все автомобили всех жителей, муниципальная и государственная собственность, бизнес и инфраструктура. Сумма для города такого масштаба точно не превысила бы $50 миллиардов. Город масштаба Мариуполя за потраченные на войну деньги можно было бы купить целиком, до последнего куска асфальта, 20 раз. Или пару раз город масштаба Киева. Для ориентира, вся жилая недвижимость в Киеве — это около 60 миллионов квадратных метров. При довоенной средней цене в $2000 за квадрат, вся киевская жилая недвижимость — это примерно $120 миллиардов. Меньше года войны по расходам. Путин израсходовал на войну столько денег, понес столько сопутствующего ущерба, что это ничем не может быть коммерчески оправдано. Бесполезно Путину что-то предлагать. Ничего сопоставимого с его потерями вы предложить не сможете. Может быть, речь идет о захвате территорий? Но все, что Путин реально мог захватить в более или менее целом состоянии, он захватил до конца весны 22 года, которая была, на минуточку, 4 года назад.
Харьков, Киев, Одесса – все важные идеологические точки находятся за пределами самых оптимистичных фантазий даже самых отбитых милитаристов. Война за территории закончилась давно. Километр в месяц по пустыне с руинами – так не выглядит война за территории. Безымянная лесопосадка – это не территория. Если бы основным мотивом Путина были территории, война давно бы закончилась. Потому что больше, чем есть, не взять. Ну или давайте представим, что мы всерьез считаем проблемой для Путина продвижение НАТО на восток. Что это не состряпанный на скорую руку пропагандистский фантом, призванный обосновать как-то это вот путинское развлечение, а на самом деле реальное представление Путина об интересах России. Но тут тоже ничто и ни с чем не клеится. Украина никогда не стояла в одном шаге от членства в НАТО. Брать ее туда никто на самом деле не собирался, по многим причинам. В отличие от Швеции и Финляндии, которые, посмотрев на войну, вступили в НАТО и тем самым удлинили границу России с Альянсом примерно на длину границы российско-украинской. Причем вступление этих стран в НАТО даже никто не попытался раскрутить в целях пропаганды. Настолько эта тема прохладная. Какое там теперь подлетное время ракет, особенно к Петербургу? Но об этом никто не говорил, этой новости просто не было. Оставалась последняя ниточка в этом вопросе, на которую могла держаться хоть какая-то рациональность происходящего. Сохранение лица. Дескать, не может Путин закончить войну, пока плохой Байден обзывает его убийцей и военным преступником. Он же не может под него прогнуться. Он должен закончить войну на своих условиях, победителем. Прервемся на рекламу. Сейчас продолжим. Недавно вышла статистика блокировок за прошлый год. Итак, их количество увеличилось на 59% по сравнению с 24-м. Заблокировали 93 тысячи материалов, связанных с VPN, 170 тысяч материалов, связанных с ЛГБТ, а всего больше миллиона заблокированных ресурсов. Кстати, отслеживает их РКН не вручную, вовсю использует ИИ и автоматизированные системы, которые уже читают обсуждения в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграме и других. Системы эти развиваются, а значит, блокировок будет все больше. Выход тут один – установить надежный VPN, который работает на новейших протоколах и может обходить в том числе ограничения мобильного интернета. Например, Дурев VPN. Его трафик маскируется так, что провайдеры не увидят использование VPN. Благодаря такой маскировке звонки в мессенджерах проходят без перебоев, а соединение остается стабильным. Устанавливается Дурев VPN буквально за пару минут через Telegram-бота или официальный сайт. К одному аккаунту можно подключить все свои устройства – смартфон, ноутбук, хоть телевизор. Хватит на всю семью. И если вы думали попробовать новый VPN, сейчас хороший момент. Дурев VPN снова проводит масштабный розыгрыш. Можно не только защитить свое соединение, но и выиграть MacBook, iPhone и другие подарки. Шанс на выигрыш дается за оплату подписки, за приглашение друзей по реферальной ссылке. Чем больше действий, чем длиннее подписка, тем выше шанс. В общем, подключайтесь к Дурев VPN по ссылке в описании. Промокод CATS25 даст скидку в 25%. Скидка эта временная и выгоднее обычного, так что пользуйтесь моментом, ведь никто не знает, что заблокируют завтра. Продолжаем. Так вот, оставалась последняя ниточка для экспертов для рационализации действий Путина. Сохранение лица. Ну, дескать, типа не может он закончить войну не на своих условиях, он должен выйти победителем. Плохой Байден мешал ему это сделать, называл его нехорошими словами. Но вот, пришел хороший Трамп. Поцеловал Путина во все места. Предложил ему множество схем, в каждой из которых Путин вышел бы победителем. С первого такого предложения Трампа прошел год. Поэтому теперь невозможно не прийти к выводу, к которому мы пришли уже давно. Война Путину просто нравится. Нет никаких других причин, почему она продолжается. Путину нравится ощущать себя военачальником. Ему нравится в реал-тайм 3D жить, будто бы внутри советского фильма о войне. Нет сомнений, что ему нравится командовать генералами и наступлениями, смотреть на стрелочки на карте, обсуждать новые ракеты и другую боевую технику. Ему доставляет удовольствие наблюдать все эти саммиты, где мировые лидеры спорят, как бы его остановить. Или читать огромные многополосные эссе лучших журналистов ведущих изданий на тему «Что там у Путина в башке?». Война превратила Путина из мелкого восточноевропейского жулика, все новости о котором сводятся исключительно к перечислению дворцов и офшорных счетов, в вершителя судеб мира. И он прекрасно понимает,
что как только все закончится, он перестанет быть кому бы то ни было интересным, вернется в исходное положение. Какого-то непонятного диктатора, который где-то с угла карты пожирает потихонечку людей. Да мало ли таких. Понятно, в чем проблема такого целеполагания. Проблема в том, что развлечение одного человека заставляет всю остальную машину российского государства терпеть очень большие издержки, нести огромную финансовую и управленческую нагрузки просто так. Причем не понимая зачем. Огромная государственная машина тяжело работает. Ищет людей, ищет деньги, обходит санкции, изобретает теневой флот. Все куски государства, помимо основной работы, получили сверху на голову работу дополнительную. Просто так, для развлечения начальника. Губернатор должен убиться, влезть в долги, продать почку, сэкономить на трубах, на школах, но где-то родить по 3 миллиона на премию контрактникам. Минфин, несмотря ни на что, должен делать так, чтобы у Путина были деньги на войну, как угодно. Последствия Путина не волнуют. С рядовых оперативников никто не снимал обязанность разнимать пьяные потасовки в притонах. Но теперь им нужно и задержанных на контракт подписывать. Все вынуждены, в том числе во вред себе, и шачить на путинскую войну, потому что в противном случае последствия для них будут немедленные. Путину война очень нравится, очень интересна. И каждый, кто в этом деле у него на пути встанет, кто не принесет солдат и денег, не построит укрепления, не найдет врагов и государственных изменников, тот сам станет врагом и госизменником. А нынче с врагами разговор короткий. В тюрьму уехать — это еще хороший исход. Но как только Путину война поднадоест, как только станет ясно, что за срыв военных планов бьют не так уж и сильно, или вообще не бьют, тогда система тут же потихонечку пойдет в разнос. Все пойдут заниматься своими делами в разные стороны. И, возможно, такой момент как раз вот и начал наступать. Путин с начала года не особо вылазит на публику, чтобы рассказать об успехах. Мы предположили еще некоторое время назад, что это все дело ему надоело. Как-то все внезапно оказалось не весело совсем и не победно. Во-первых, мировая мегазвезда неадекватности теперь Дональд Трамп. На его фоне Владимир Путин переехал в любительскую лигу. Когда американский президент похищает венесуэльского диктатора, Путин со своими донецкими сельхозугодиями становится неинтересен не то что Вашингтон-Пост, но даже самому последнему таблоиду. Во-вторых, оказалось, что ресурсов не так много. В первые 2-3 года войны не только многие граждане, но и сам Путин и его окружение убедили себя в том, что Россия — это страна с бесконечным финансовым и людским ресурсом. Такая страна, где чем больше ешь, тем больше остается. Страна, способная воевать бесконечно. Надо признать, что еще год или полтора назад такое представление было, если не у всех, то у подавляющего большинства. Когда ты играешь с такими ресурсами, когда любой твой факап можешь просто закрыть деньгами, когда можешь купить себе новую армию взамен убитой, новый военно-промышленный комплекс взамен негодного, играть действительно очень интересно. Ведь все проблемы решаются удивительно легко. Просто берешь на войну контрактников за миллионы, которые идут сами, не тащишь людей на фронт силой, а потом платишь по 10 миллионов за погибшего. И оказывается, что его родные не идут протестовать. И вообще никто не идет протестовать. Или просто грохаешь миллиарды в индустрию по производству дронов. И то, что раньше ты какую-то херню на парадах показывал, перестает быть проблемой. Просто покупаешь подержанные танкеры и продаешь нефть подпольно в Индию, а не по трубе в Германию. Очень удобно ощущать себя всемогущим, получать тот самый быстрый дофамин, если ты ввел чит-код на деньги. Если есть какое-то виртуальное ведро, куда можно засовывать руку, доставать сколько хочешь наличностей и развлекаться. Такая игра очень веселая, никаких проблем, только команду генералами, размышляй о геополитике и двигай на карте стрелочки. А сейчас же вдруг оказалось, что это представление о России, как о бездонной стране, мягко говоря, преувеличено. Денег просто нет. Доходы от нефтяного экспорта резко упали. Превышающий все прогнозы дефицит бюджета очень удачно столкнулся с целой очередью из крупных системообразующих компаний, которые нуждаются в бюджетном спасении от банкротства. Крупнейший в стране застройщик, самолет, один из главных выгодополучателей строительного бума первых 3 лет войны, побежал к правительству просить денег. РЖД, которая тоже очень неплохо получила за счет войны, все-таки железные дороги — главный логистический хаб для армии и ВПК,
встала в ту же очередь просителей бюджетных средств на свое спасение. Но мы же знаем, безо всяких этих нахлебников бюджет сведен с рекордным дефицитом, который основан к тому же на нереалистичных прогнозах. Что дать им денег просто неоткуда. Это и называется бардак. Когда клюет жареный петух, а накормить его нечем. Оказывается, что потратили не только все, что было, но и одалживать больше нельзя в тех же масштабах. Страна никогда не была бездонной. Страна все это время жила в долг. Бюджет растратил резервы и отправился одалживать на рынок под конский процент, ожидая, что все скоро закончится, а сейчас нужно просто день простоять до ночи продержаться. Граждане, обнаружив внезапный взлет доходов, обеспеченных бюджетной накачкой экономики, бросились не только тратить все, что у них есть, но брать кредиты, ипотеки, все виды займов, тратить не только сегодняшнюю зарплату, но и ожидаемый доход на 20 лет вперед. Предприятия, возбужденные государственным заказом или резким ростом спроса на недвижимость, который возник из-за льготной ипотеки, такие предприятия резко взялись расширять производство, строить новые дома, нанимать людей за любые деньги. Чем мотивировали новых сотрудников больше потреблять и больше заваливать себя долгами. Это называется пузырь. Так вот теперь так и оказалось, что весь этот вот экономический рост, вопреки всему, и оказался обычным пузырем, держащимся буквально на том, что все по уши залезли в долги. А так играть уже неинтересно. Когда тебе ни на что не хватает денег, что за интерес такой? Мы слышим обо всех этих утечках, дескать, чиновники один за другим пытаются намекать Путину на грядущий кризис. И это явно та ситуация, в которой человеку было весело, а теперь окружающие пытаются его вернуть в неприятную реальность, где нужно не в войну играть, а думать, откуда брать деньги. Вот Путин и не рассуждает на публику об успехах СВО. Когда игра превращается в бесконечный поиск ресурсов на ее продолжение, это уже не игра, а работа. Нет ничего удивительного в том, что Путину она наскучила. Но вернемся к сказанному раньше. Когда единственному человеку, которому это все дело было надо, становится не особо-то и надо, вся система, которая войну вела, постепенно начинает расхолаживаться. Все постепенно становится не так, бардака становится больше. Например, оказывается, как в этот раз, что к замначальнику военной разведки России можно подойти на пистолетный выстрел, и замначальник выживет лишь чудом и только потому, что вроде как сам смог отбиться, в рукопашную. Окажется, что нет никакого политического решения относительно защиты собственного нефтяного экспорта, своего теневого флота. Потому что Путину скучно, а никто кроме него такие решения не принимает. Неожиданно окажется, что все пущено на самотек, а решения не принимаются. Для такой войны, которую затеял Путин, нужна мобилизация системы. А в случае, когда она затеяна непонятно зачем, мобилизацию эту обеспечить может только воля начальника. Если ему становится скучно, то в итоге война идет сама по себе. Спецслужбы работают сами по себе, экономический кризис и череда банкротств развиваются сами по себе, неконтролируемо. То же самое касается и фронта. Украина будет воевать вне всякой связи с тем, кто сидит в кресле. Да, Путин зациклен на том, чтобы сковырнуть Зеленского, но не Зеленский эту войну себе придумал. Будь в кресле Зеленского Краснов или Синяев, это абсолютно ничего не изменит. Украинцы не хотят жить под путинской оккупацией, не хотят, чтобы их родные и близкие проходили через фильтрационные лагеря, не хотят сгинуть в российских СИЗО. Украина продолжит сопротивляться безотносительно начальственной воли. Тут тот случай, когда кресло будет делать человека, любого будущего президента Украины, а не наоборот. Российская же армия, которая держится на звериной дисциплине, через подвешивание на деревья, подвалы и обнуления, совершенно без понятия, зачем воюет. Никому из российских военных не нужно то, что они уже захватили, и не будет нужно то, что их заставляют захватывать. Как только станет ясно, что центральной воли нет, то и звериная дисциплина вся посыпется. Командирам будет проще закрывать глаза на дезертиров за взятки, чем гнать кого-то в мясные штурмы. А без этого рухнет вся система войны. Если вам было интересно, когда и при каких условиях относительная управляемость сменится хаосом, то в нашей системе, построенной на персоналии, произойдет это, когда персоналии станет скучно. И, судя по всему, это уже началось. До завтра.